Итак, ребят, я всех приветствую, кто присоединяется к нашей прямой трансляции. Напишите, пожалуйста, что по качеству видео и звука. Сегодня у нас будет два варианта. Прежде чем я начну, предупреждаю сразу, сейчас я выгуляю своего 15-го. Определяйтесь со своими вариантами. Итак, как же сработала ваша ритуалика, как прошли ваши чистки? Первый вариант. Отлично. Второй вариант в процессе. Расклад завершен. И именно этот расклад, который я только что провела, достоин комментариев, в которых стоят одни смайлы. Я надеюсь, меня все хорошо поняли. И вам моя просьба в массы. Впадлу вам написать пару слов, вы слишком спешите. Не пишите ничего. Сегодня заблокировано несколько десятков человек за комментарии из одних смайликов. Все-таки хочется мне видеть обратную связь и осознанность и благодарность. Ну а теперь начнем делать адекватный расклад. Как прошли на самом деле ваши ритуалы? Сегодня буквально по потоку. Что вернули вы именно завистницам? Мальчики, кто смотрит, завистникам. Перевернете на пацанов. Итак, два варианта. Если что, будем уточнять. Сейчас из своего оракула я возьму именно... О, как интересно. Одна карта осталась. Чернокнижие. Колдунячество с нечистыми силами вернули. Они доброжелателям. Это вот для всех. Пусть оно так и лежит, коль-то карта там осталась. Возьму именно магический блок. Вот что им? Вот их же речи им на плечи. Я смотрю, тенденция у таких куропаток пошла в последнее время. Они когда хапают обратки за свои деяния, они начинают лить всякую грязь в сторону того, на кого они сделали дерьма кучу. Вместо того, чтобы осознать собственные проебы. Так, всех приветствую. Ну и давайте из общего. Так сказать, обозначить это все. Потом, если что, я доложу. Коль вы загадали двух, которые знакомы, которые родственницы, которые там подруги, коллеги, но вы знаете, что они тандемом пашут. Одна переложила на другую свою дерьмовую судьбу. Ибо отношения ее
похуистична абсолютно ко всем, кроме самой себя. Выбирайте вариант или загадывайте, кого вы там отождествляете с вашими недругами. Будем приступать. У этой на физике слабость пробита полностью по защитам, вот этот вариант, в 0. Это вывозит. За счет чего вывозишь? За счет неупокоенных душ. А почему так? А это вывозит, потому что она либо отвод поставила на мертвяка, либо отвод идет на ее любимого человека, это муж, брат, сын, отец. Либо она вообще не в курсе, что так работают энергии. Либо же здесь баба потеряла ребенка в уплату за свои деяния. Это первый вариант. Да, в принципе, можно и убирать. Это так, чисто подразобраться. Давайте первый вариант. Как прошло у вас? Отлично прошло. Работа с тьмой и со светом была. Хозяйка кладбища хорошо помогла. Бесы и вот тот переклад, который она делала на вас, отправились ей обратно. Здесь подсела в вашу сторону, через бесятину были. Работали не единожды по вам. Вы освободились от этого. Эта баба считает вас соперницей, либо соперником. Короче, давайте так, этот человек считает вас соперником в своей жизни. А почему вы соперник? А у вас доброта, вы умеете трудиться, работать, вкладываться в проекты. Пашете как лошадь. А тебе-то что? А вы знаете, этот человек тот, с которым вы заключали соглашение, либо были преданы. И вот хоть убейте, я не могу понять, что ей от вашего труда. Может, чтобы у вас работа не удавалась, проекты через интернет не продвигались, как вариант. Чтобы ваши проекты вообще в рабочих аспектах по закольцовке шли. Здесь паучьи могли быть порчи именно на это. Вот так-то. Интересно, интересно. А с хрена ли она на вас? Зависть, которая изнутри выдает. Зависть к ресурсам вашего рода. Все. Вопрос решен. А ну вот, пусть ожидает неожиданные события по ее родовой ветке. Ныне живущих, уже не живущих, там разберутся. Что означает привязь?
Здесь, смотрите, этот человек кратники на ваш финансовый канал ставил. На вашу... Короче, чтобы деньги к вам не шли. Вот эти кратники возвращаются обратно. Здесь была начитка по ветру. Здесь вот, как я уже обозначила единожды, да, что вот есть у меня такой персонаж, вот я только делаю чистку финансового, там белочка начинается. Вот здесь тот же случай, понимаете, вы, видимо, очищаетесь, а тому, туда летит этими крадниками, плюс здесь переклад был. А переклад чего? Чтобы работа у вас стояла, не шла, не продвигалась. И мне еще интересно, что за переклад. Здесь какую-то родовую белиберду на вас перекладывали, чтобы древо рода вам не отвечало, чтобы интуиция не работала. Что в тоске, в депрессиях сидели, в душевных муках. Хорошо, с перекладом разобрались. Теперь такой вопрос. Что лично ей вы, ну вот чем лично этому человеку вы насрали в рот? О, как интересно. Вы этому человеку могли давать знания, либо подсказки о том, из-за чего, при каких обстоятельствах у него начинает запускаться предопределенность кармическая, когда нельзя ничего решить, а придется только отработать. Человек как будто бы понимал, но ненадолго, и у него скука, печаль, грусть, тоска. И здесь человеку, скорее всего, не хочется смотреть. Знаете, лучше как страус сработать головой в песок. Пусть эту жопу поебывают все, кому не лень. Но у меня все прекрасно в жизни, по моему мнению. Здесь человек, не желающий напрягать свой разум для осознанности. А здесь побухать, побегать, повеселиться, покататься. На лайте. Перестали вы общаться с человеком. Пошли в созидательный труд, а хотелось бы вам это все перекрыть. Не дай Боже, вы получите мудрость. Не дай Боже, вы получите новости от рода. Надо сущак накидать. Хорошо. Так а по ее мнению, чем вы-то насрали? Возможно, человек считает, что вы виновник того, что у нее созидательный труд в никуда, карма запустилась, мудрости ноль, и новости о том, что к ней сущи полетели, она получила. И решила, что это ваша работа. Вопрос конем. Ваши деяния против этого человека. Заебись. А вы хотели, чтобы человек двигался вперед, давали подсказки по справедливости. Все справедливо с вашей стороны. Вы его как-то старались сбалансировать, старались направить на инициативу, да, допустим, там. Могли советовать, вот это тебе пойдет или вот это тебе пойдет, попробуй, вот тут неплохо будет. Чтобы, знаете, человек проявил напор в том, чтобы добиться своего. Еще 3 карты.
А вот вам и, как говорится, добрый вечер, я диспетчер. Мальчики и девочки, я вас поздравляю. Нефиг было искать себе друзей, соратников, подруг, вторую половину среди кучи навоза. Во-первых, вы не до конца знаете свой потенциал. Во-вторых, вы не до конца знаете этого человека, его истинную личину по отношению к вам. Я вам хочу сказать, что здесь элементарно все просто. Вы искали себе помощника в той же эзотерике, в проекте, в вашем ремесле. Понимаете, ради лучшего будущего. И думали, вот, было бы неплохо, да, как бы человек близок мне по духу. Это элементарные страхи, ваши страхи. Страхи самому оказаться сильнее, чем вся ваша гоп-компания, к которой вы там прильнули и нашли в них свое. Вы сами должны управлять и контролировать свою жизнь. Аскеза одиночеством вам полезна, как минимум. Повторюсь, не до конца знаете свой потенциал, тот поток и ту магию, которую вы должны осознать, принять, выучить, понять. А ну-ка, а она знала об этом? Знаете, ребятушки, да, еще и как знала, могла заботу проявлять в вашу сторону, либо мог проявлять этот человек, будем говорить, давайте человек. Она прекрасно знала, что у вас идет прорыв, что вы набираетесь смелости, даете новый виток в своей жизни, неважно, какой сферы деятельности это касается. Тут даже может быть прорыв в вашем мышлении, в вашей осознанности, в ваших мыслях и пересмотр того, как вы жили ранее и как теперь хотите жить. И здесь нищета была сделана на это, чтобы прорыва не было. Человек делал вид, что он заботился, а сам предавал и обманывал вас. Еще мог и путать вас в каких-то истинах. Так вот, по первому варианту. Теперь давайте перейдем ко второму. Здесь вообще вы через сны от рода получили подсказки. Противоядие для своего процветания вы нашли. У вас пошло обновление энергетики от влияния этого человека. Все, что-то завершается. Завершается влияние этого персонажа на вас. Вот смотрите. Человек пытался вам заморозить подъем ваш, который привел бы вас к цели. Давайте посмотрим. Здесь перекрывали общение. Общение с людьми, близкими вам по духу. Почему ты останавливала это? Чтобы вы циклично находились в состоянии, когда вы погружены в себя по отшельнику. Двулично по отношению к вам это персонажиха, либо, если это он, персонаж, поступал. Здесь женщина выпадает. Она думает, что у нее есть тайные знания, она в состоянии разгадать загадки, она рассчитывает на себя, и таким образом она решит абсолютно все свои проблемы. Почему ты так решила? Потому что я ведьма, я с завышенным самомнением, с эгоизмом зашкаливающим.
помните, я думаю, многие смотрели сериал «Великолепный век». Хюррем, помните, немножечко ее бесануло вот с той короной. И вот здесь такая же. У меня ключи. Так, у меня ключи. Давайте я вот сейчас вот это я оставлю. Здесь ритуал у вас очень хорошо прошел. Здесь могли выбрать этот вариант те, кому я говорила, чтобы в каком-то раскладе до этого был. Несите цветы на могилу. Кто-то это сделал, молодцы. Итак, почему вот это действие против вас было для нее решением абсолютно всех проблем? А потому что как это вас высшие силы будут любить больше, чем ее? Она же больше суетилась, она больше изучала, она больше знает. А вам как-то все лайтовое, это все от высших сил отстегнулось. Не хочу суетиться, хочу быть любимчиком высших сил. Хочу крупные сделки, договора. Помрачение разума у человека и болезни сейчас идут. Очень много магических воздействий. Почему это овцеёбка решила, что она тут вправе распоряжаться вашей судьбой, да и судьбами вообще? Потому что через ваш потенциал появился луч света решить ее проблемы, которые давно не решались. И у нее появился выбор. Вы, возможно, начали общаться с человеком, и ему начало фартить. Она смогла выбирать. Тоже соперница, конкурентка на вашем пути. Вас в состоянии жертвы хотела посадить, потому что сама ущербная, не признающая своих комплексов. На публику там она смелее всех смелых, ахиллесов, геркулесов. Ваши тотемы под замки. Но сейчас-то у нее тотемы под замками, интуиция не работает, и у нее ложные договора, сделки с темными. Возможно, они были и не ложными, так как здесь выпадала ведьма, еще и ключ рядом с ней. Но теперь темные сказали, пошла вон. Девочки, здесь бешенейшая зависть к вашей силе родовой, к тому, что вам подготовил род. Помните, я вам сказала, вы еще доподлинно себя не знаете. Вот и мальчики, да, и девочки, и мальчики. Здесь теперь у человека ежедневное беспокойство о том, что начались и проблемы, беды в семье, силы, архангелы, защитники, предки рода отвернулись. Человек не может реализовывать себя через магию, как делал это раньше. Человек с татуировкой, человек меченый, возможно, даже сейчас смотрит этот мой эфир, потому что слежка идет. Человек следит, понимаете, здесь человек будет завидовать вашим рваным красным трусам. Я вам серьезно говорю. Все, что есть у вас, почему это у вас есть, а у меня нет? Человек считает, что вы лучше, чем он живете. Крыса. Теперь ее эти крысы окружают. А еще человек, помимо этого, всегда засовывает рыло в то, что есть у других, но нет у нее. Ага. Даже вот так я это отложу. Смотрите, тут какая ситуация. Тут бабенция, именно двуручница. Двуручники, сейчас я еще раз объясняю, кто новый. Кто такие двуручники.
Это я вот этому сделала хорошо, вот этот другой ко мне пришел через несколько дней, я там сделала для него там отворот, кому-то порчу насмерть. Третий пришел, а вот тебя я почищу. Только параллельно с этим она брала с каждого то, что считала для себя более нужным, чем тому человеку, который к ней обращался за помощью. А ну-ка, было ли ее такое отношение к другим людям, которые к ней обращались? Да, еще и сплетни распускала о тех, кто к ней обращался. Бумеранг, карта бумеранга, она за счет людей поднималась, за счет того, что они ей верили, доверяли, оплачивали ее услуги. Вот бумеранг, да, летит, да, она там и другим людям поднасрала. А вот здесь именно такая, но возомнившая себя, что вот я и с тьмой, и со светом работаю. У меня, повторюсь, все ключи есть, тайное знание. Здесь бабенция любовной магией занимается. Занималась, точнее. Но в чем прикол? Для нее стало сейчас явным то, что более на компромисс с ней ни один эгрегор и ни одна сила идти не собираются. Ударила по семье, бьют. Невозможность выстроить отношения, невозможность встретить достойного даже партнера, уж что там выстраивать. Понимаете, могут и по детям бить. Сама что-то давно развалила, хотела бы это все закрыть, но смотрите, здесь 3 карты такие. Вот эти 2 чего стоят, а это еще как добавляет. Смотрите, сама все развалила своими руками. Человек достиг своего предела, теперь ничего не хочется делать. Возможно, кома. Если по физике, давайте уточню. Пытается какие-то знания для себя открыть, чтобы на физике как-то себя, чтобы, короче, это все не перешло на физический план в болезни, в серьезное, неизлечимое. Здесь человек будет нести свой крест страданиями и испытаниями. Ну и давайте я задам следующий вопрос. Чем вы... Карты перевернулись. О чем они? Ну вот я не успела задать вопрос. Смотрите, ваши дети, ваши проекты, ваш бизнес, ваше детище, ваше начало. То, как вы можете кому-то доверять, кто-то доверяет вам. Сюрпризы от Вселенной. Она, видимо, вас просканировала и увидела, что ваши планы в дальнейшем начнут осуществляться. У нее началась ревность, из-за этого она попала в плен, когда у нее больше нет возможности выбора. Так, ладно, перевернулись, убираем. Теперь продолжаем дальше. Чем именно вы насрали этой ведьме в ротяку, что ее вот так выкоробило в вашу сторону? А вы поняли, что она вампирша, что она играет с вами в непонятные игрища и все? И перекрыли это, у нее не получилось с вами, возможно, раньше она вами манипулировала, вы, возможно, и доверяли, дружили, общались, к ней прислушивались, допустим, уважали тот же ее дар, как вариант. Но все, бесплодная, у нее, знаете, у нее белка, что вы ее распознали и раскусили ее истину, поэтому и сплетни о вас, годами и десятилетия она уши другим вешает. Да, вы почистились, все, вы разлучились с этим человеком и пошли в свою силу. Вот чем вы ей насрали. Она поняла, что на фоне вас она ничтожество. А, кстати, знала она это с самого начала ваших отношений. Вот такие вот расклады, ребятки, на сегодня. Завтра я буду смотреть поподробнее это все. Это как бы по потоку. Захотелось мне посмотреть.
И захотелось мне вам показать, ну, я же предупредила, что я выгуляю свой 15-й. Вот, надеюсь на ваше понимание. В дальнейшем, ну, вот я вам серьезно говорю, у меня работа с 15-м периодически проходит очень тесно. Естественно, это оставляет свои отпечатки, давайте скажем так. Когда это выстрелит, я не знаю. Ну вот меня припаяли комментарии с одними смайликами, без единого слова. Еще есть, уважаемый подписчик, 2 комментария от вас. Я не буду называть ник, я не помню. Вы сокращаете слова, когда пишете комментарии. Мне хотелось бы узнать, что вы делаете с тем временем, которое вы сэкономили, не напечатав 2 буквы в слове. 3-го предупреждения не будет, я просто заблокирую. Я предупреждала, я со своими припиздами. Вот 15-й пока так сработал. Поэтому как-то так. Дамы и господа, всем осознанным добра этого мира и до новых встреч. Пока-пока.